Добрый вечер, друзья. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня в этом видео я хочу подробно и шаг за шагом разобрать крайне важную тему, как должен действовать адвокат Вячеслава Зинченко, чтобы эффективно защищать своего подзащитного в условиях коррумпированной и политизированной судебной системы Украины. Дело об убийстве Ирины Фарион резонансное, с огромным общественным и, судя по всему, политическим давлением. Мы уже видели, как обвиняемый отказывался от предыдущих адвокатов, как возникали конфликты, переносы заседаний и другие процессуальные странности. В таких условиях защита не может действовать стандартно. Нужно перестраивать всю стратегию, чтобы не просто участвовать в процессе, а максимально затруднить коррупционные и предвзятые решения. Главный принцип – это тотальная фиксация и документирование всего. Каждое действие суда, прокурора, каждого отказа в ходатайстве, каждого нарушения – все это должно быть немедленно зафиксировано. Письменное заявление, ходатайство, жалобы, видео и аудиозаписи, где это процессуально возможно, протоколы с замечаниями. Это создает железобетонную доказательную базу для апелляций и кассаций, для дисциплинарных жалоб на судей в Высший совет правосудия, для жалоб в Европейский суд по правам человека, обращений в НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы. Без этой базы любая защита бессильна. Второе. Активная наступательная позиция в суде первой инстанции. Адвокат не должен быть пассивным наблюдателем. Необходимо заявлять отводы судье и всему составу суда при любых признаках предвзятости, конфликта интересов, нарушения принципа равенства сторон или политического давления. Подавать максимально широкие ходатайства об исключении недопустимых доказательств, особенно если были нарушения при задержании, обысках, допросах или получении признаний от сокамерников о проведении независимых экспертиз баллистической, психолого-лингвистической, почерковедческой и других, о вызове дополнительных свидетелей. Нужно требовать изменения меры пресечения на более мягкую, домашний арест с электронным браслетом, особенно если здоровье подзащитного ухудшается или есть другие основания. Жестко работать со свидетелями обвинения и экспертами, выявлять противоречия в показаниях, ставить под сомнение компетентность и объективность экспертиз. Особое внимание к праву на защиту. Если клиенту ограничивают общение с адвокатом, не дают достаточно времени на ознакомление с материалами, это прямое нарушение, которое нужно фиксировать и обжаловать немедленно. Третье. Апелляционный и кассационный уровень. Каждое негативное решение первой инстанции должно обжаловаться оперативно и грамотно. Апелляция по мере пресечения – это отдельная,
важная линия работы. В кассации акцент делается уже на существенных нарушениях норм материального и процессуального права. Четвертое. Международный трек. Это один из самых мощных инструментов в условиях системной проблемы с независимостью судов в Украине. Жалоба в Европейский суд по правам человека по статьям 5, 6, 13 и другим часто становится решающей. Украина регулярно проигрывает такие дела и выплачивает компенсации. Адвокат должен параллельно готовить качественную жалобу с полным пакетом доказательств нарушений. Дополнительно обращение в ПАСЕ, в структуры ЕС, в профильные комитеты ООН. Пятое. Публичность и медийная стратегия. В резонансных делах молчание – это смерть защиты. Нужно регулярно информировать общественность через пресс-конференции, интервью и YouTube-каналы о конкретных процессуальных нарушениях. Только факты, без эмоций. Сотрудничать с независимыми журналистами и антикоррупционными организациями. Центр противодействия коррупции, фонд Де Юре, Автомайдан и другие. Создавать общественное давление, которое делает тихое решение дела гораздо более дорогим для системы. Однако публичность должна быть контролируемой. Адвокат не имеет права разглашать данные следствия или тайну, которая ему стала известна. Шестое. Командная работа. Один адвокат в таком деле почти обречен. Нужна сильная команда. Уголовный процессуалист, специалист по правам человека, эксперт по ЕСПЧ, медиа-юрист и при необходимости частные детективы для проверки доказательств обвинения. Седьмое. Что категорически нельзя делать? Нельзя вступать в какие-либо коррупционные договоренности. Это путь в никуда и уголовная ответственность для самого адвоката. Нельзя идти на необоснованную конфронтацию. Это дает повод для дисциплинарных взысканий. Нельзя позволять подзащитному делать эмоциональные, непродуманные заявления в суде, которые могут быть использованы против него. Нельзя игнорировать здоровье и психологическое состояние клиента, особенно после голодовок и отказов от адвокатов. Уважаемые зрители, полностью переиграть коррумпированную систему в одном отдельно взятом деле крайне сложно, но сделать процесс максимально прозрачным, долгим, дорогим и рискованным для тех, кто хочет назначить виновного, реально. Цель защиты не героизм, а профессионализм, который в итоге приводит либо к оправданию, либо к существенному смягчению приговора, либо к победе в ЕСПЧ. Я, юрист Валерий Табаков, продолжу следить за этим делом и информировать вас о всех ключевых моментах. Если у вас есть вопросы или дополнительная информация по делу, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк
Если считаете, что право на защиту должно работать даже в самых сложных случаях, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. По возможности донатьте. С вами был юрист Валерий Табаков. Защищайте свои права законными методами. До новых встреч!